взял 4 сырника. Я ни разу не пробовал, что это за кофе. Решил попробовать. В тот момент думаю, блин, что же я такое заказал. Пойду-ка я погуляю. А то бегала такая маленькая девочка, говорю, привет. Она убегает. У него что, колено сломано. Типа я переборол себя. И всем привет, ребята и девчата, с вами Андрюха. Сегодня я хочу вам рассказать такую историю. Надеюсь, она вам понравилась, как я в космос съездил и что я там делал. Надеюсь, будет интересно, так что не перематывайте это видео, досматривайте до конца, ставьте лайки, пишите комментарии и приятного вам просмотра. Конечно же, подписывайтесь на канал. Погнали! Итак, мы с папой поехали до города. Он повез там друга, ему надо было в больницу. В 9 часу где-то поехали, около 11 уже были на месте и поехали пообедать. Пообедать — это первая история, такая маленькая. После пообедать я себе выберу, что же взять себе на обед. Я и в тот раз, и в этот раз брал себе сырники. В тот раз, когда ездил, брал 2 сырника, теперь я взял 4 сырника без всего, без всякой подливы, сгущенки, чисто простые сырники. И что-то я смотрю на экран, где там всякие напитки, чай, кофе и так далее. Думаю, дай-ка я закажу себе кофе экспрессо за 77 рублей. Я ни разу не пробовал, что это за кофе. Решил попробовать. Заказал. И, ребят, представляете, что в какой кружке принесли это кофе. Я тут думал, принесут в обычный такой 300-200 миллилитров в кружке, а там такая кружечка на 50 и 30 миллилитров. Вот, фоточка та самая. А я в тот момент думаю, блин, что же я такое заказал? Блин, я тут думал, там можно будет кофе попить, а тут на 2 глотка всего лишь. Ну ладно, я подумал, сыпнули мне 2 пакетика песочка, не знаю, там пакетики вроде 5 грамм песка. Сыпнул 2 пакетика, попил, блин, горько. Я так съел эти сырники и выпил за один взмах это кофе. Горько, конечно, взбодриться, конечно, можно. Но я не ожидал, конечно, что такая маленькая кружечка будет, но потом буду иметь в виду. За 50 миллилитров 77 рублей. Вот так. Ладно, буду иметь это в виду в следующий раз, когда буду заказывать.
Вот так при себе я в тот день пообедал. Сырники, конечно, вкусные. Переходим ко второй истории. Мы пообедали, папа повез друга в больницу. Он пошел, мы с мамой сходили в Магнит. А я сказал, пусть-ка сходим в Магнит, я что-нибудь себе возьму. В итоге я взял себе Яшкино сэндвич. Вот тоже фотка будет. 2 штуки взял. И тоже Яшкино двухслойные печенюшки. И взял питьевой йогурт. Чудо клубничный с Доминикой вроде. Вот. Потом пошли в машину. Я думаю, что сидеть в машине просто. Пойду-ка я погуляю. Там как раз была дорожка асфальтована для пешеходов и велосипедистов. Так вот, я решил пойти погулять, пока ждали друга папы. И там неподалеку была детская площадка. Я пошел такой не спеша, не торопясь. Дошел до площадки, зашел на площадку. А там бегала такая маленькая девочка. Она такая на меня смотрит. Видимо, они таких людей не видели. Как я, что ходит, ноги согнутые, спина согнутая. Вот. Зашел, пошел к скамейке посидеть, отдохнуть. Она за мной бежит. Я остановилась, поворачиваюсь, говорю, привет. Она убегает. Вот. Потом иду к скамейке, она бежит за мной. Сел, и она бегала тоже около меня. И интересно, я спросил маму девочки, сколько ей годиков. Она ответила, вот и 8. Я спросил маму, а как ее зовут? Вот. Она ответила, такое необычное имя, я ни разу такое не слышал. Майка. Вот. Интересно. В общем, она тут около меня побегала. А я потом решил еще пойти погулять. Решил, не, думаю, пройти через пешеходный переход и не пройти. Иду, подошел. Давай попробуем перейти его. И самостоятельно пошел, перешел. Потом еще один пешеход перешел. Ну, а что в этом принципе нет ничего страшного. Пешеходный переход, если машина поедет, она все равно тебя пропустит. Перешел 2 пешехода, пошел по вот этой дорожке по велосипедистской. Пошел как раз у этого Магнита. Выходили мальчики такие школьных возраста. Вот, они на меня смотрят и такие про себя говорят. А так между собой говорят, а что у него такое? Почему он так ходит? А потом я иду, они как раз пошли сзади меня. Я вперед пошел, они туда. Откуда я шел? Позади меня. Я слышу, у него что
колено сломано. Я про себя такой, что колено сломано, но я никакого внимания на это не обратил. Ну, говорят и говорят, что с этим поделать? Ну, дети не видели таких людей и думают. И в этом нет ничего такого постыдного. Просто ребята, они не понимают, что с тобой на самом деле. Вот и думают, может, у него ноги сломаны, может, еще что-то. Просто они не знают, что на самом деле такое говорят. Я на это уже не обращаю внимания. Это нормально. В этом нет ничего такого. И тут я гулял, мальчик, играл на детской площадке. Я иду, потом на повороте подбегает у меня мать и говорит: а у тебя что ли ноги сломаны? Я ему отвечаю: нет, у меня это с детства. Он тут постоял, посмотрел на меня и убежал. К этому вообще нормально отношусь, вообще нормально. Кто понимает, тот понимает. Кто не понимает и говорит какую-то ерунду, на это не надо обижаться, я не обижаюсь, я прекрасно их понимаю. Итак, я иду по этой дорожке, еще один пешеход перешел. Самостоятельно 3 пешехода я перешел, блин. Это круто, это на самом деле огромный шаг вперед. Серьезно, не надо ничего бояться, я не побоялся и перешел. Можно сказать, что типа я переборол себя, что типа перешел через пешехода самостоятельно, и это очень круто, я очень рад этому. Вот такая, ребят, в принципе, история получилась. Не знаю, понравилась она вам или нет. Но, блин, прикольно так гулять по городу, узнавать что-то новое, когда ты ничего не видишь. Интересно все посмотреть, узнать и так далее. А тут я у себя все знаю, скучно как-то гулять, а то прям охота идти, сходить туда, потому что есть много куда сходить, а то там у нас никуда сходить. До магазина и то там ничего путного такого нет. Еще на этом эскалаторе катался. Вот, вверх-вниз. Тоже прикольно. Вот такая история. Вроде я все, ребята, вам рассказал, что в принципе хотел. Поэтому, ребята, я дальше развиваюсь во всем. У меня есть к чему расти, что-то добиваться. У меня есть цели и так далее. И я хочу стоять на ногах хорошо. Вот, я это и делаю. Я сейчас каждый день хожу гулять. Расстояние увеличиваю. Вот, сейчас я вам видео записываю. Я пришел с магазина, сходил туда и пришел обратно. И, конечно, запыхался, но сказать, что я устал, нет, я не устал. Вот, поэтому я развиваюсь, и меня, ребят, в город охота. Я буду стремиться к этому, чтобы
этого быстрее добиться. Кто досмотрел это видео от самого начала и до самого конца, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно, кто досмотрел это видео до конца, без перемотки. Вы лучшие, кто смотрит мои видео от начала и до конца. Мне очень приятно. Я каждого из вас люблю. И спасибо вам, что вы со мной смотрите меня. И вам интересно обо мне что-то такое узнавать. Спасибо вам. Вы лучшие. Я вас люблю. Пишите в комментариях, что вам еще рассказать, какие истории. Я хочу записать, как я учился про операцию рассказать. Если вам интересно, то пишите в комментариях. Также на уличной обстановке, в уличной, также я сделал и для вас. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и так далее. А с вами был Андрюха. Всем пока-пока и до новых встреч. Вы лучшие, знаете.